Всем привет! Меня зовут Алексей. Я представляю кузницу Добун Кнайс. Мы занимаемся производством якутских ножей. Нас интересуют старинные формы, какие они были по-настоящему. Век 18-19 век, средневековье, там 14-15 век примерно. И вот мы пытаемся их воспроизвести, как именно вот были. То сейчас в России и по всему миру стали там делать якобы якутские ножи. Вот они, по идее, неправильные. Правильные якутские ножи, которые были, у них спуски прямые, а так называемой линзы не было, каванины набирали всю каванину. Нож был такой простой рабочий нож, который люди пользовались. В старину якутские кузнецы представляли собой как бы отдельную касту. А еще это были отдельные там касты кузнецов, как бы металлургов, которые плавили стали. Так вот называемую якутскую сталь Болго. Потом, когда-то они плавили сталь, вот они как бы сортировали на мягкую сталь, твердую сталь на лезвии. И якутские кузнецы, это они производили вот не только якутские вот ножи, а всякие простые там вещи, всякие топоры, ножницы, всякие пешни, там посуды всякие. Вот на данный вот момент перешли на якутские в основном вот ножи, так как они пользуются большим спросом. Как показывают раскопки, вот якутские ножи, они бывали разные. Различались по длине. Вот, допустим, вот такие маленькие были совсем, вот такие были, и вот такие большие ножи были, длинные ножи. А маленькие ножи бахтя использовались для охоты, для шитья, для резьбы, вот, для всяких мелких потребностей. Были еще чуть побольше вот ножи, на сантиметров 13, 14, 15 где-то. Вот они пользовались для охоты, по хозяйству, на кухне, скорее всего. А еще это были более длинные ножи, такие где-то 18 и примерно 18 сантиметров, плюс-минус. Вот именно, так, скорее всего, пользовались там тоже на охоте, для более грубых работ, для отрастической кожи там. Песни, это еще батья и хатохон, и еще есть батас. Вот они это отдельно это были для более грубых
там работать. Они были побольше для трубки поленьев, там сачков, чтобы пробираться по густому лесу, по кустарникам, сквозь кустарники. Ну, батыя, так, сейчас, сейчас в основном, вот известны батыя, они были сантиметров от 25 сантиметров, плюс-минус, 30 сантиметров и чуть больше это. Это были еще патахон. Он был поменьше, как длинный нож, сантиметров 21 там. Он по виду был как нож, но только заточенный как батыя. Батыя, он точилась там с правой стороны. Вот у него была такая интересная форма, как ну, почему как японские вот ножи, которые сейчас на кухне используются. Мы заказываем стали в России, вот, используем углеродистые стали с 1% углерода и 0,8% углерода. Сталь хорошая, качественная, это рабочая. Она мягкая при закалке. Ну, калим вот, не очень твердо, чтобы можно было точить, чтобы режущая кромка была более там стойкая. Но вот она для этих сталей нужен вот, доход. Вот их надо протирать постоянно после использования и ложить в ножны, чтобы они не ржавели. Вот его в быту, в лесу можно легко точить любыми камнями практически. Но в то же время она режет хорошо. Из этого металла мы делаем такие заготовки для клинков путем ковки. Прогрелась и ложим заготовку. А сейчас будем ковать хвостовик для рукояти. Ложим только самый кончик. Мы сейчас будем резать по длину клинка, так, сколько надо. Сейчас будем уменьшать температуру, чтобы
ковать лезвие. Уже будем оттягивать лезвие будем. Вот, сейчас будем сгибать заготовку, чтобы оттянуть лезвие. Вот так вот. Там сгибать будем. Сейчас ложим. При более низкой температуре надо ковать. Сгибаю. Так сгибается. Так. Вот так вот. Лезвие. Такой вот. Сначала пятка, а потом так идем. Это уже отостыло. Еще прогреем. Закончили заготовку. Сейчас будем калить. Отложу на подогрев, чтобы равномерно прогрелось. Надо на маленьком газу, чтобы не погорало. Перед закалкой надо подогревать. Вот, равномерно все прогрелось лезвие, чтобы нигде не было перегрева. Вот. Перед закалкой надо от углеродистой стали всякие легированные, надо подогревать, чтобы главное, чтобы все было равномерно лезвие, чтобы не повело. Сейчас еще подогреем. О, все. Сейчас заготовку положили в муфель и ждем, когда это она подогреется. Ждем, когда равномерно прогрелась заготовка, и масло будем калить. Ну, обычное это минеральное масло, чистое. Сейчас калим только лезвие. Она прогрелась, все. Сделали закалку тонную. Вот, лезвие только прокалилось. Сейчас посмотрим, как она. Ну, масло калим, потому что ее не ведет так сильно, как в воде. И в то же время она закаливается хорошо. Как вот видите, вот не повело, все ровно. Вот лезвие только прокалилось. Ну вот этот нужно, чтобы вот на лезвие была потверже,
а вот на обухе, короче, будет мягко. Нож становится прочным и не ломается при использовании. Сейчас закалили, она стала вот очень хрупкой. Чтобы отобрать эту хрупкость, вот надо делать отпуск. Когда печка остынет до более низкой температуры, ну, через час или два она будет, это остывать будет. Вот это держу якутскую сталь, которые в древности добывали здесь в Якутии. Она плавится здесь труды, которые добываются на Двелюшском районе, в окрестностях от Якутска. А все эти якутские ножи там в старину делались вот из такой стали. Вот в этой стали это есть там чаще более мягкие, более твердые. Вот на лезвии обычно там берут твердую там часть, где много углерода, вот мягкую там часть, там всякие вещи там делают, ну, посуда там всякие, на топоры. Вот видим каленую часть, вот видно, где прокалилась. Для якутских ножей мы используем как березы. Вот его, ну, он имеет более красивую структуру. Вот искать его очень вот накладно. Он вот не везде растет. То вот для рабочих недорогих ножей мы используем просто березовое полено. Вот. Он для рукояти тоже подходит. Конечно, не такой красивый вид, но для рабочего он подходит. Ну, по прочности они одинаковые. Изучаем старинные клинки. Здесь представлены вот ножи, которые вот найдены в окрестностях от Якутска. Это центральная от Якутия. Ну, как видно, они тонкие. Вот такие, там с прямыми спусками. Вот спуски прямые. Ну, тут они проржавели. Ну, вот это по нашим предположениям 19 век. Вот этот, ну, возможно, 18 или ранее. Вот они представлены. А вот самый ранний. Это колумн, татарская, это археологическая культура, которая, ну, 13, 14, 15 век или ранее там. Вот 11 век. Вот они все такие практически. С прямыми спусками, без линзы, без дола. В раскопках вот находят вот такие вот мечи. Вот это только кончик, ну, где-то посередине там было разломано. Вот найдено случайно в поле. Там тоже по окрестностям от Якутска. Вот еще классический топор старинный, там, который тоже находят со средних, ну, веков практически. Там где-то 17-15 век. Вот лезвие тут отдельно более вот углеродистая сталь тут, а тут мягкая сталь. Вот, короче, сбоку вот они так приваривали, вот шов виден вот до сюда, вот так вот.
И вот ножи тоже так же. Вот лезвие это отдельно было у них тоже. Здесь тоже это отдельно от лезвия идет. Сбоку тоже. Вот, ну, видно структура металла. Ну, практически как катана. Книга всякие старинные якутские вещи, которые по-американски от музея. Луки, вот ножи есть, кстати. Вот. Это большие ножи. Вот лезвие где-то 18 сантиметров где-то, или 19. Вот. Они были вот тонкие. Вот меч Калыс тоже. Написано меч Калыс. Вот 17-18 век. Вот часть от воинского доспеха тоже. Вот были вот батые такие, по-русски пальмы называется. Вот это не были трубящие. Там строение более другое. Вот точились вот с правой стороны. 19 век, вторая половина. Вот маленький вот ножик. Он, как видите, вот тонкий. Вот классический. Кап. Вот ножи. Вот они все вот тонкие, как видно. И вот рукоятки не очень длинные были. Вот они были короткие, но чуть больше кулак. Чтобы было удобно с собой таскать, чтобы вот не мешалась там ручка. Вот мы производим такие вот ножи по историческим образцам. Вот. Это нож для правши. Он тут вот такой с долом. Более поздний там период, там, с 19-го там века вот так было. Такой вид ножей исторических. Это вот нож попроще, с простой вот рукоятью, дол, там более тонкий спуск. И еще вот готовый нож. Вот. Ну, вот защита. Короче, там. Это вот наш более дорогой нож. Так. Это нож для вши. Вот. Ножны. Чтобы не повредить кожу кобуры, он имеет деревянную защиту. Вот из березы. Вот такой длинный нож есть для строганины по хозяйству, чтобы резать хлеб. Вот такой длинный нож. Вот такой вот. Ручка более короткая, чтобы вот не мешалось. Вот мы не полируем, чтобы от зеркала. Предпочитаем более матовый вид такой. По-нашему вот, вроде так лучше. Вот когда от войлоки полируется, тут она как бы образуется подвод, чтобы соблюсти более правильную геометрию, мы не полируем вот на войлоке. Вот точим для этого вот руками вот на камнях. Вот ножны такие. Вот можем делать вот так вот. Тут есть березовая вставка. Вот латунь есть. Ну, подвес из кожи. Вот.
Я бы хотел разыграть этот нож для подписчиков канала Дневник Ветка. Вот этот классический рабочий нож для охоты и по хозяйству. Вот она наша. И вот так вот. Дол справа и спуск такой от слева. Это рукоять из капа. Вот такой. Вот удобный такой. Не очень длинный и вот не очень короткий. Вот. Так. Вот. Это длина где-то 15 сантиметров. Вот. Обух. Левый спуск такой. Подвод.